привет моим любимым подписчикам! Сегодня да, блядь, я буду помогать, показывать вам, как построить сокровищницу в Кенши, как сделать вот эти интересные здания, как строить, как собирать, как очень много элементов, как собирать мод, как работают моды, как строить эти здания, вот это, например, как из него построить сокровища, как внутри городов строить, как строить собственные города, как построить здание вне города, чтобы она была по собственной фракции, как сделать уникальный склад, как надеть уникальный склад, как очень много интересного всего расскажу вам под эти веселый СТВК-монтаж. Надеюсь, у вас не появилось чувство того, что вы смотрите при большой температуре видео, ведь частично это так и есть. Так что спасибо всем за внимание. Переходим уже к видеоролику. Я могу медленно и спокойно рассказать, что и как надо сделать. Перемотайте ровно до минуты. Я тайм-кодик оставлю, если что. Также напишите тайм-кодик секретного слова, которое я ёбну где-нибудь в середине видео. И не забудьте, я всех люблю и обожаю. Дальше, вот, видите, после этого взлома я взял спокойно свое прекрасное хранилище. Я его нашел, и за мной чуть рабовладельцы не погнались, но они бы догнали меня через 1000 лет. Так вот, сегодня я вас буду учить, как строить сокровищницу с опасными противниками. По идее, это сокровищница, которая охраняет ниндзя и собаки. Я ее сделал... По сути, если с головарем поговорить, то вы можете тут залатать халявный вот этой вкусняшки. Кстати, за 25 тысяч. Так что это нихуя не так. Но, заметьте, эту сокровищницу охраняет куча злобных собак. До хера. И сегодня мы будем делать сокровищницу с зубами. Я много о чем разобрался и могу вас научить. Его придется 3 часа делать, как минимум. Это видео придется минимум 3 часа делать. Видео придется минимум 3 часа делать. Блин, пока вернусь, у тебя будет новый эфир. Нет, не будет. Видео придется 3 часа делать. Ну и, собственно, я снимаю видео. Так вот, выбираем место для стройки. Берем нашего голого путешественника. Не голого, но допустим. И смотрим, где нам красивее всего сделать постройки. Я хочу где-нибудь в землях туманников сделать. Чтобы мне не огребли по дороге, просто уменьшаю дистанцию прорисовки персонажей. И теперь они будут прорисовываться на меня тысячелетия, пока я буду идти в определенную нужную для меня точку. Опять же, для вас все будет очень быстро, но для меня это займет определенное время. Эта точка, вот. Сейчас я покажу, как построить каркас следующего здания. Я точку выбрал, дошел. И сейчас я буду показывать самое простое. Стройка каркаса строя. Начнем с самого простого. Это стены. Стены. Вот такие стены будут у нашего... Ага. Ага, все так просто, я думал. Не настолько просто. Ага, смотри. Так, хорошо. Стена будет банально простейшая, чисто для того, чтобы
немножечко затопить эту постройку. Это будет банально простейшая стена, чтобы затопить постройку. Поскольку это даст небольшую, такую сказать, немножко незаметность. Дальше постройку саму. А вот теперь аккуратней. Я думаю, мы возьмем вот это за основу. Но у меня что-то с постройкой не так. Она почему-то не подгрузилась. А, что-то не так с постройкой, она почему-то не подгрузилась. Я не особо понимаю, почему. Но постройка просто не подгрузила меш. Пробую в 5 и в 9. Нажать. Постройка не подгрузила меш. Это проблема. И она до сих пор не подгрузила. Проблема. Постройка не подгрузила меш. Постройка не подгрузила свой меш. Это проблема. Ладно. Не беда. По идее. Ну почему опять постройка не подгрузила свой меш? Вот где меш постройки? Я его устроил. А где он? Хуй знает. Вы видите меш постройки, если что? Тоже нет. А он тут должен быть. А он быть должен. Это странно. А где постройка? Я не понял. Древняя лаборатория. Она тупо не подгружается. Постройка тупо не подгружается. Ладно. За ним что-то похожее. Надеюсь, это подгрузится. Так. Это почему-то тоже не подгружается. Я не могу понять, почему, кстати. Мои постройки просто модели перестали подгружаться. F1. Есть. Так, я пытаюсь сохранить игру. Save game. Сохранить игру. Сохраняем 11, потом загружаем. Именно 11. То есть, по сути, я сохранил как 11. Сохранил 11, да? Ты мою 11 сохранил, да? Да. Перезагружаем этого 11. Да блин, где я? Так, сохрани мою 11. Сохранение. Успешно, так. Загрузи мне 11. Понимаю. Загрузи 11 мне. Не понимаю почему. А почему постройка не подгрузилась? А где моя постройка?
Погоди, а где модель постройки? Я не понимаю, что-то. Что-то не понимаю. А где модель постройки? Да она так быстро делалась. Где модель постройки? Я не понимаю. Давай построим. Это... А, во! Во. Так, хорошо. Мы вернули модель постройки. Вот. Ух, счастье на наше счастье. Безголосые. Блять, как тут много тумана. Вот, окей. Вот она наша постройка. Правда, я тут немножечко из-за тумана нихуя не вижу. Но вот она наша постройка. Дальше, в этой постройке нам особо ничего не нужно делать, кроме двух дел. Поскольку мы будем делать на основе, вы сами поняли, таблички бара, нам нужна, собственно, эта табличка бара. Эта основа довольно простая и легкая. Но, собственно, этим она не сильно набирает себе нужность. Ничего этим она, собственно, себе не выигрывает. Просто можем взять и использовать табличку бара. Дальше. Называем это как баре. 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 Дальше. Баре. Баре. Сохраняем оба файла. Сейчас баре никем не используется. То есть, по сути, то, что он существует, это не значит, что он существует. Причем где-нибудь табличку бара. Вот, допустим, вот здесь. Сохраняем, сохраняем. Строим и сохраняем, сохраняем. Вот, табличка бара спрятана. А больше ничего и не нужно. После того, как мы спрятали табличку бара, создаем место для сундука нашего. Оно желательно будет где-нибудь на втором этаже. Но запомните, это не будет бар. Так вот. Orange. Так, вот. Тут размещаем нашу сокровищницу. И самое главное, трон. Трон берем, наверное, из интерьера. Вот так и будет написано трон. Это сохраняем. После этого нам понадобятся, естественно, клетки. Чисто для того, чтобы оно могло пугать. Чисто чтобы это могло на кого-то напугать. В них никого сидеть не будет. По идее, они не особо не нужны. Строим клетки. Они будут играть чисто декорационную роль. А теперь, самое главное, все это сохраняем. F5, F9 и Save Mod. Дальше нам уже ничего не надо. Дальше нам ничего не надо тут делать.
с этим должно быть понятно, да? Блин, ага, поверили, ничего не надо. Ну погодите же. Если мы найдем эту постройку, на ней не будет, во-первых, никаких наших клеток, которые мы изучили, и трона. Что не так? Почему так? А знаете почему? А потому что никто из персонажей это не строит. Да, нашу структуру никто из персонажей не строит. То есть вот она у нас есть, и все, ее никто не строит, не возводит. Она просто у нас есть. И еще это... И опять забугался Мэш. Наша структура. Забаховался Мэш. Ну какая разница сейчас? Начинаем новую игру. А, да, после загрузки, конечно же. Конечно же, после загрузки текущей игры. Поскольку только после загрузки текущей игры мы можем начать новую. Но чтобы не потерять нашу локацию, мы обязаны узнать, где она конкретно находится. А находится она прямо под вот этим глазом нижним. Относительно Military Base она прямо вот тут. Удобное местечко, кстати. В принципе, для базы. Выходим, да. Но это далеко не все, что нам надо сделать. Дальше нам нужно создать город. Да. Ну как город? Вот это здание. Создадим мы, наверное, его на основе хаба. Я ее все создавал на основе хаба, и это создам на основе хаба. Вот теперь будьте аккуратны. Tone Distance 2 это раз. Множитель это раз. Второе, фракции и все эти атрибуты убираем. Оставляем новые резиденты. Новый резидент будет состоять вообще из сквада, ну, по идее он состоять будет из 13 бомжей. Ровно из 13 бомжей. Город будет состоять ровно из 13 бомжей. Это вам надо запомнить. Дальше. Вам понадобится отладить их как бар и добавить их как ба или бара. Какое я название устанавливал для здания? Бара или бара? Может, барчи?
Не помню, слушайте, я не помню. Я абсолютно не помню, какое установлено название для бара. О, наша постройка. Бары. Так оно все же называется у нас бары. Главное, нет, с маленькой буквы бары. Это важно. Пишите правильно дословно. Оно не открыто ни днем, ни ночью. Но открыто днем или ночью для нас сейчас это абсолютно не важно. Днем оно открыто или ночью. Для нас это сейчас абсолютно не важно. Важно даже другое. Важно то, что наш город, который использовать будем, называться будет Сокровищница. Сокровищница. И резиденция, ну, допустим, бомжи. Бомжи. Для нас это не так важно. Экспортируем данные. Резиденция бомжей. В то время я понял кучу нюансов. Первое. У вашего города, который вы создадите для вашего здания, где будет исполняться ваши существа, должна быть своя фракция и сквад. И не просто сквад, а как бы резиденция сквад. Вот, то есть ваши бомжи должны быть резиденцией. После чего вам нужно будет его еще раз, раз в 1000 раз проедать. Копируйте чужого персонажа. Заметьте. Заметьте одну главную деталь. Кого копируете? По идее, я копировал Барда. Но Бард
Как оказалось, это не Бомыч, а уникальный персонаж. Так что мне придется Бомча создать заново. Количество 13 штук. А также, по идее, это бомжи, и я им выдам только одно. Это ниндзя штаны. Ну, чтобы они выглядели. Фракция первая. Фракция похуй. Мне нужны штаны, которые красятся. Чтобы их покрасить в какой-нибудь модный Адидас. Адидасовские штаны. Смотри, блин. Па. Палцколоур. Кангу пальц. Давай Кангу пальц. Вот его можно раскрашивать, эти штаны. Раскрашу их в цвет. И дам этому существу цвет. Цвет будет следующий. Желтый. Да, желтый. Желтый цвет штанов. 13 мужей с желтым цветом штанов. Также не забуду резиденции мамонт дать предметы, а именно зубы. Как сокровище. Топливо, шестеренки, крок. И такая, нет, они будут собираться вокруг одного кровавого рома. Да, они соберутся все вокруг одного кровавого рома и ни одной шаурмы. Все будут, собственно, и Global 24 за шоу. А, так, как работает складка Барбот маркета? Бар. Барбот маркет. А. 4. Магазин 24 часа. Бомжам можно выдать, конечно, как и бармену, диалог шопкиперу. Магазин держатель.
реальная версия нашего идеи. Наши люди имеют диалог шапкипера, данные цвета штаны зеленые или желтые, ну салатовые, короче. Сами имеют, так сказать, лут как кровавый ром и шаурму, и у каждого из бомжей из 13 имеется кровавый ром. И в то же самое время эти бомжи будут иметь одну собаку. Каждый. Ну, каждые 3. На всех будет по 6 собак. А еще будет у них всех 6 собак. Да. И еще у этих бомжей будет 6 собак. Возрастом, ну, сильно помоложе. Чтоб не загрызли пятки. Очень быстро. Чтоб помедленнее грызли пятки. Примерно 1/5 собаки обычной. То есть, по сути, они имеют 6 щенков. Свода бомжей. Я бы еще им добавил оружие. Которое может быть у бомжа. Вепан. Оружие у него будет. Оружие у них будет. А оружие будет у них обычная катана. Ну, чтобы пасть порвали. Ну и, конечно же, самое важное это характеристики, то есть статы. Статы им дадим вот такие вот. Главную атаку где-нибудь 12. Уклонение 12. Эффективности 12. Сила 12. И надо, собственно, оружие. И надо еще катана 12. Все. Теперь чел, владеющий катаной, будет расхлестывать всех катаной. И я думаю, это все. Так, теперь мы снова дойдем до этого места. Ебучего забагованного места. В этой ебучей забагованной игре. Так вот. В любой момент, когда мы зайдем в здание, они нас разгрызут и порвут. Наша цель попасть вот сюда. Чтобы выкрасть у них, вы бы не догадались никогда. Правильно. Кровавый ром. Ну и шавуху можно пожрать будет. Но самое ценное, что у них есть, это кровавый ром. Он очень дохера стоит. То есть, по сути, я уже реализовал сокровищницу Кенши. Естественно. Вот будет в описании. А сейчас вы увидите, как меня раздерут за этот паёк.
Сначала собак спустят, а потом в туалет лежать заставят. Привет. Уже поздновато для выпуска. О, ложный видос, смотри. Не, порвали на лоскуты, утащили мою тушку и забыли. Кровавого рома у них дохера и шаурмы. А если каждого убить, можно дополнительно еще по одному рому получить за каждого кровавого. Я попробую это место рейданить. Рука отсохнет. Рейдить, рука отсохнет. Рейдить, рука отсохнет.